Путин впервые отвечает Трампу и приглашает на встречу. Лавров ставит условия Западу, а у Зеленского реагирует на активность Кремля. Каким может быть конец войны? Озвучим 4 сценария. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Что ж, время начать. Отношения России и США могут восстановиться, если Вашингтон будет учитывать интересы Москвы. Автор этих слов — глава МИД РФ Лавров. Его, как говорят, прорвало. Накануне он заявил, что изменения в отношениях стран возможно, но, мол, именно США необходимо меняться, иначе прогресса не будет. Такое же заявление прозвучало и в адрес ЕС. Лавров также считает, что дипломатические мосты можно навести, но есть условия. Что касается наведения мостов, то такая возможность будет тогда, когда европейцы осознают ущербность и бесперспективность проводимого ими курса на нанесение нашей стране стратегического поражения. Тем временем в Украине заявили, что России слова не давали. Таким был официальный ответ представителя Министерства иностранных дел на требование России отменить обещание НАТО в Бухаресте о вступлении Украины для завершения войны. Спикер украинского МИДа Георгий Тихий добавил, я процитирую: «Ой, ну что вы, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу. Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России». Конец цитаты. Путин впервые ответил Трампу. Мыслей насобиралось практически на 8 минут. В интервью кремлевским журналистам Путин заявил, что готов к переговорам с США о завершении войны в Украине. Но необходимо выполнить для этого несколько условий. Их Путин также озвучил. Давайте послушаем. Еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными. А это значит, что и результаты этих переговоров можно будет объявить нелегитимными. Я уточню, Путин говорит о том, что Зеленский должен отменить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это решение было подписано еще осенью 2022 года. И, как известно, буквально в этом месяце в Украине напоминали, что данный запрет на переговоры действует до сих пор. Путин также заявил, что Трамп умный и прагматичный человек и вряд ли будет делать что-то такое, что ударит по экономике США, то есть будет действовать в интересах США. Кроме того, Путин дал четко понять, что он готов встречаться с Трампом для того, чтобы обсудить все и вся. И теперь дело за малым. Москва ждет реакции Трампа на это приглашение. Что думаете о таком повороте? Поделитесь своим мнением в комментариях на нашем канале. Пока же отмечу, что в Киеве уже отреагировали на заявление Путина. Глава Офиса президента Украины, помощник Зеленского Андрей Ермак. Путин пытается продвигать идею переговоров с США. Но у него есть условия. Он хочет договориться о судьбе Европы без Европы. И стремится говорить об Украине без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому. Или его вернут. Так это не работает в современном мире. Путин, вероятно, надеялся на более дружеское начало отношений с Трампом и совсем не ожидал, что новый президент США будет ему угрожать санкциями, если Кремль не согласится на переговоры. Об этом пишет немецкая пресса. Издание Zeit также уточняет о вариантах завершения войны и прекращения огня. Итак, по мнению этого издания и авторов этого издания,
Существует 4, собственно, таких сценария, пройдемся по каждому. Итак, сценарий номер 1. Без соглашения. Достичь мирного договора, который устроил бы обе стороны, крайне сложно. Россия настаивает на признании своих территориальных завоеваний, а Украина требует полного вывода российских войск. Ожидается, что и Киев, и Москва продолжат боевые действия, так как у них есть ресурсы для войны в ближайшей перспективе. Сценарий номер 2. Демилитаризованная зона, как в Корее. Создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. Это похоже на ситуацию между Северной и Южной Кореей, где стороны остаются в состоянии войны. Однако поддерживать такую зону сложно из-за ее длины, а участие западных стран как миротворцев может оказаться нестабильным. Сценарий номер 3. Разделение на века, как на Кипре. Введение миротворцев ООН, которые будут патрулировать линию фронта. Примером является Кипр, где установлена зеленая линия. Однако это может привести к длительному замораживанию конфликта без окончательного решения. Ну и, наконец, сценарий номер 4. Безопасность через вступление в НАТО. Украина добивается членства в НАТО, что обеспечило бы защиту по статье номер 5. Однако НАТО не принимает страны, находящиеся в состоянии войны, я напомню, и единогласное решение всех членов затрудняет этот процесс. Россия, как мы помним, категорически против этого варианта. А какой из этих сценариев вы считаете более реалистичным? Пишите также в комментариях. 900 человек считаются пропавшими без вести. В России разыскивают тех, кто остался на подконтрольной ВСУ территории Курской области. Активисты опубликовали список фамилий, и их намного больше, чем было в официальном списке от российских властей. В документе, который составлен на основе данных от родственников, уже числятся 939 человек. Больше всего пропавших из Суджанского района – 405 человек. Активисты подчеркнули, что это неофициальные данные, но они готовы сотрудничать с компетентными органами, чтобы помочь семьям найти своих близких. Напомню, что ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обнародовала список из 517 пропавших, но ее список вызвал критику со стороны жителей региона, так как в документе были фамилии эвакуированных россиян, погибших, а также фамилии родственников, которые уже найдены. Количество пропавших продолжает расти, а жители Курской области требуют более эффективных действий для поиска своих близких. Ну и также напомню, что украинские военные ежедневно показывают видео и общаются с россиянами, которые остались на той территории Курской области, которая сейчас подконтрольна Украине. Эти видео можно найти в YouTube. И теперь новые детали об авиакатастрофе пассажирского самолета рейса Баку-Грозный, который упал в Казахстане. В Астане заявили, что расшифровки переговоров пилотов, которые в сеть слили российские медиаресурсы, отличаются от содержимого реальных разговоров, которые были записаны на черные ящики самолета. Об этом заявил на пресс-конференции в Астане вице-премьер Казахстана Базумбаев. Я процитирую: «Содержимое черных ящиков не совпадает с этими записями. Ждите официальных выводов», подчеркнул вице-премьер. То есть в Казахстане намекают на откровенную подделку со стороны российских СМИ. Напомню, что самолет разбился 25 декабря близ аэропорта Актау. На борту находилось 67 человек, из которых 38 погибли, остальные выжили. Президент Азербайджана Алиев заявил, что РФ хотела замять дело и не признавалась в том, что этот самолет получил повреждения, а вскоре и упал из-за того, что по нему отработала российское ПВО в Чечне. Это произошло, когда самолет заходил на посадку и когда РФ пыталась сбить украинские дроны. Небо для гражданских самолетов не было закрыто. Баку ожидает от России найти виновных и привлечь к ответственности. Время Прядко подошло к концу. Спасибо за просмотр, лайк и за ответы на мои вопросы. Если вы досмотрели до этого момента, говорю вам большое спасибо и прошу подписаться, для того, чтобы вы всегда оставались в курсе важных новостей. Подписка также важна и для меня, и для продвижения видео. Конечно же, ваша поддержка, напомню, помогает нам развиваться. До встречи!